Друзья, здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим чередование гласных в корне слова, узнаем, как правильно писать корни слова, такие как кас, кос, бер-бир, дер-дир и тому подобное. Необходимо различать два орфографических правила. Первое – это правописание безударных гласных в корне слова. Здесь необходимо подобрать однокоренное слово так, чтобы безударная гласная оказалась под ударением, то есть в сильной позиции. Например, слово «вода». Здесь мы можем сделать ошибку и ставить вместо буквы О букву А. Но подобрав проверочное слово, где будет О под ударением, например, слово «воды», мы сможем не допустить ошибку. Второе правило – правописание чередующихся гласных в корне слова. Здесь не надо подбирать однокоренное слово. Для разных групп существуют свои правила. Эти правила можно распределить на 4 группы. Первая группа – написание зависит от наличия после корня суффикса «а». Например, корень «кас-кос» пишется «а», если после корня следует суффикс «а», в остальных случаях «о». Например, касательное, касаться, коснуться. Здесь мы видим, что после корня не следует суффикса «а», поэтому пишем «кос». Прикасаться, прикосновение. В корне бер-бир, блест-блист, дер-дир, жег-жиг, мер-мир, пер-пир, стел-стил, тер-тир, чет-чит пишется «и». Если после корня следует суффикс «а», в остальных случаях «е». Например, заберу, забирать, блестит, блистает, дерет, сдирает, выжег, сжигает, умереть, умирает, опереться, опирается, стелить, застилает, вычет, вычитает. Исключение необходимо запомнить. Это сочетание, сочетать, чита. Вторая группа – написание гласной в зависимости от ударения. Корень гар-гор. Под ударением пишется «а», без ударения «о». Например, гореть, горящий, загар, загорелый. Исключение выгорки, изгорь, пригорь. Корень клан, клон. Под ударением пишется та гласная, которая слышится, без ударения «о». Например, в таких словах, как кланяться, наклонение, поклон, склонение, склониться. Корень твар, твор. Под ударением пишется та гласная, которая слышится без ударения «о». Притворять, сотворить, тварь, творение, творец, исключение утварь. Зар, зор. Под ударением пишется та гласная, которая слышится без ударения «а». Зарево, зорница, зорька, заря, озарять, зарянка, исключение заревать. Корень плав, плов. Под ударением пишется та гласная, которая слышится без ударения «а». Например, плавник, плавучий, поплавок, сплавляться, на плаву, плавки. Исключение пловец, плавчиха. Корень лага, лог, ложа. Без ударения перед «г» пишется «а», перед «ж» пишется «о». Под ударением всегда «о». Например, излагать, изложение, положить, предлагать, предложить, прилагательное, слагаемое. Налог, залог, подлог, положит, подложный, исключение полог. Корень раст, ращ, рос. Без ударения перед ст, щ пишется а, перед с, о. Под ударением перед с, т всегда о. Например, такие слова, как водоросли, возраст, вырасти, выращенный, сращение, выросла, выросший, поросль, недоросль, растение, нарост, отросток, рослый, подросший. Исключение необходимо запомнить. Ростислав, Ростов, росток, ростовщик, отрасль, плюс производные от этих слов. Это росточек, ростовщица, отраслевой. Чтобы было проще запомнить, они здесь поделены на некоторые блоки. То есть первый гаргор это под ударением, а без ударения о. Потом
клан, клон, твар, твор можно объединить в одну подгруппу, то есть у них под ударением пишется согласный, который слышится без ударения О. Потом другая подгруппа это зар, зор, плав, плов. У них под ударением пишется согласный, который слышится без ударения уже А. Третья группа написание гласной корня в зависимости от значения слова. Корень мак, мог. Буква А пишется в словах со значением окунать, погружать в жидкость. Буква О пишется в словах со значением пропускать, впитывать жидкость, становиться мокрым, влажным. Например, макать, макнуть, обмакнуть, обмакать, промокать, мокроватый, промокашка. Корень равн, ровно. Буква А пишется в словах со значением ровный, одинаковый, такой же. Буква О пишется в словах со значением ровный, гладкий. Например, уравнять, величины, равные условия, выровнять дорогу, подровнять грядку. Исключения надо запомнить. Это поровну, равнина, ровесник, уровень. Корень краб, кроп. Буква О пишется в словах со значением покрывать каплями, брызгами. Буква А пишется в словах со значением покрывать мелкими пятнышками, точками. Например, кропить, крапление, окропить. Крапленый, вкрапление. Вес-вис, буква И пишется в глаголе висеть и производных от него. Например, повисеть, отвисеться. Буква Е пишется в словах со значением повесить. Например, вывеска, навесной. Четвертая группа – это написание гласной зависит от последующей согласной. Корень скак, скотч. Перед К пишется А, перед Ч пишется О. Например, на скаку, прискакать, выскочка, заскочить. Исключение необходимо запомнить. Это скачок, скачу, скачка, скач. Для закрепления знания рекомендую выполнить небольшое задание. В первом задании необходимо вставить пропущенную букву в соответствии с правилом, которое мы уже прошли. То есть необходимо вставить букву А или О в такие слова, как касательное, прикоснуться, предложить, предлагать, прилагательное, приложение, подгореть, загорелый, загорать, зоренька, зорька, озарять и так далее. То есть вам необходимо вернуться к нашему правилу, которое мы только что прошли, и, взяв за основу это правило, правильно расставить буквы. Следующее задание. Необходимо ставить букву Е или И в такие слова, как опереться, выбирать, приберет, блеснет, выстирать, замирать, умирать, забираю, выдираю, протереть, собирающий, избиратели, прибирать и так далее. Второе задание. Необходимо распределить слова на 3 столбика и вставить пропущенные буквы. Первый столбик – это непроверяемый безударный гласный в корне слова. Второй столбик – это с безударной гласной, проверяемой ударением. И третий столбик – это с чередующимися гласными. Обязательно напишите в комментариях свои результаты, а также вопросы и пожелания. Всем спасибо, что досмотрели, и до новых встреч!